Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танка от Let's Games. И сегодня у нас на обзоре итальянский средний танк 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка Progetto 65. Или как его многие называют, танк крыса или попросту прога. И прежде чем мы перейдем к обзору, прошу вас прожать лайк под этим видео, подписаться на канал, если вы до сих пор это не сделали. Вам не сложно, а мне приятно. Ну а мы с вами отправляемся смотреть бронирование Progetto 65. Погнали! Итак, господа, collision модель нашей проги. Ну и давайте глядеть. НЛД 110, выше 105, очень ослабленная деталь корпуса. Ну а теперь переходим к самому интересному. ВЛД. Ага, всего лишь приведенка 95, всего-то вообще 40 мм, но приведенка 95 и под хорошим рикошетным углом. И о чем это нам по сути говорит? А это нам говорит о том, 98 рикошет, 95, что сюда нас под таким углом, если вы будете видеть Progetto, и будете в нее, например, стрелять, да, пробивает только калибр от 120 миллиметров. То есть по правилу 3 калибров. Все, что меньше, здесь будет рикошет. И действительно, прога очень много рикошетит. Что касаемо башни. Маска орудия 219, 100, ну, там 195. Вверху вот уже 360, под стволом вообще 150. Ну такое себе, главное верхнюю часть маски не стрелять. Здесь 133 башня, 140, ну брони здесь нету. Абсолютно спокойно пробивает 8 и 9 левела. Вот, вверху рикошет, вот верхняя часть есть рикошетная, да. Да, есть рикошетная. Лючок 134, никаких проблем не составит. Борт у нас всего лишь 30 мм, есть куча экранов, всего вот в верхней части с фальшбортом 40 мм. Ну, танковать на Progetto не стоит. Можно, конечно, пытаться за счет рикошета, но через каток бьется, а тут, ну, нет. На проге лучше не танковать от борта. Это танк крыса. Танк второй и даже иногда третьей линии, но никак не первый. Первый, ну, бывает случай, когда можно и нападать, учитывая, что у нас барабан на 3 снаряда с системой дозаряжания. Ладно, с броней разобрались, по сути ее нету, картонный танк, но ВЛД супер рикошетная, тут даже говорить нечего. Давайте смотреть, что у нас за орудие. Пушечка 10-го левела, 105 мм, 360 альфа, 268 пробития на основном снаряде, 330 на голде. Снарядов в магазине 4, чуть я сказал 3, кстати, да, 4 снаряда. Вот, разброс у нас очень неплохой, 0,35 это на стойке, 2,5 секунды время сведения, тоже более-менее комфортно. Так что вот между выстрелами КД 2,5 секунды, и это тоже кайф. Вот, смотрим полевую модернизацию. Во втором блоке скорость у нас она и так крутится неплохо, а вот это нам не помешает. Дальше стрелять очень много будем в движении. Здесь антибликовую маскировку фар. В седьмом блоке скорость сведения от размера круга сведения. Вот здесь бы я либо ничего, наверное, не качал. Минус. Нет, ничего, наверное, не качайте лучше. В восьмом блоке максимальная скорость вперед, это полезная вещь к обзору. А здесь я бы, наверное, тоже вот 7 и 8 блок нечего качать, на мой взгляд. А здесь взял бы на разведку второй слот. Касаемо оборудования. Значит, во второй слот как раз по полевой модернизации у нас идет просветленка, вентиль и стаб. Дальше по снарядам. Основной снаряд у нас подкалиберный. Вот, летит почти 1500 метров в секунду, и это круто. Голда кумулятивная и тоже одна из самых быстрых. Скорость полета снаряда это 1173. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я доп. Паёк пихнул. 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в табличке. По огневой мощи касаемо УВН. Они у нас присутствуют достаточно неплохие. Минус 9. По ХП у нас 1900 средний параметр, в принципе. По мобильности все хорошо. 65 вперед, 20 назад, почти 19 лошадей на тонну. Прога очень подвижный танк. По незаметности, ну сейчас 26%.
Перк незаметности у меня не у всех вкачан до сих пор. Так-то до 32-33 точно раскачать можно. Обзор у нас 510, и у меня... штрафов нету, просто 510 метров. Хорошо, вот при такой сборке. Но это же круто, когда обзор больше 500 метров. Конечно, круто. Еще раз, по плюсам-минусам машины. У нас хороший обзор, у нас хорошая незаметность, у нас отличная мобильность, у нас интересное орудие с барабаном на 4 снаряда с системой дозарядки, очень хорошая скорость полета снаряда, нормальное пробитие, особенно на голде. У нас есть УВН, у нас хорошая точность, у нас комфортное время сведения. Вот даже сейчас у меня экипаж на 100% не переобучен, да, но у нас время сведения 2.21 вполне себе комфортное, да. А вот точность у нас 0.31. Наводчик не обучен, вернее обучен менее чем на 100%, так было бы 0.3. И это очень хороший показатель. Играется желательно из-за спин союзников тяжелые, средние танки, неважно. Из инвиза желательно все-таки помним, да, танк крыса. Поэтому отправляемся в бой, давайте пощупаем прогу, собственно, на что она способна. Погнали. Господа, обзор боем. Средний итальянский танк Proget 65, 10 левел. Проходная прокачиваемая ветка. Как бы нам где разыграть поинтересней? ПТшек много, СТшек так себе. Бабахи 2. Да, конечно. Сейчас. Так, 65-ка. Оп. За уголок. Все. Артоводишка. Подсныкались. Кадешем барабанчик. Ныкаемся, арта. О, стреляет, да, арта вот. Злой. Окружаем.
Стоит, ждет, небось. Готов. Надо на ИСа-4 нападать. Есть, все, 4К сделали план. Отлично. Отлично. Ну, вот такой вот это интересный танчик, ребята. Танк крыса, но я сейчас крысу не стал играть. Пошел в атаку. При поддержке хороший. Гриль даже рядом с нами ехал. Но барабан с дозарядкой, безусловно, всегда удобный агрегат. Что можно вообще за про Jet 65 интересного сказать? Очень интересное бронирование рикошетное. Интересное, достаточно точное орудие с интересной системой дозарядки барабана. Шикарная машина, невероятно мне нравится, всем рекомендую, качайте, катайтесь, наслаждайтесь. Вот, 3 место по урону, правда первое не взяли, но 4К мы на ней газанули, и это хорошо. Ребят, по 5-бальной системе 4 с плюсом я этой тачке ставлю. Пишите свои комментарии, если у вас есть в ангаре про Jet, как вам эта машина в целом, получается на ней играть, не получается. Видео, как по мне, канал, нереально конечно, классный средний, чтобы быть там. В курсе всех ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до скорых встреч, пока. Игре.